В Турции продолжается разбирательство обстоятельств смертельного ДТП, случившегося по дороге из Измира в Бодрум 22 июля 2024 года. Напомним, что в аварии с грузовиком погибла мотоблогер-миллионер, которую называли самой красивой мотобайкершей России, 38-летняя Татьяна Азолина, известная как Мото Таня. С ней простились в Москве 28 июля, и после кремирования урну с прахом девушки отвезли в родной Омск. У Татьяны остался 13-летний сын. А была ли фура? Меж тем стало известно содержание отчета турецкого суда об обстоятельствах ДТП. Первое заседание Мирового уголовного суда по делу состоялся в четверг, 25 июля. Согласно документу, составленному по итогам, Татьяна Азолина, ехавшая впереди группы мотоциклистов, среди которых был Анур Обуд и Сергей Хадриков, неправильно пропустила грузовик. Турецкий же байкер Анур, ехавший позади Мототани, врезался в ее мотоцикл. Он не притормозил, не выдержал дистанцию. Татьяна пролетела на перевернувшемся байке 26 метров и упала. Из-за силы удара с нее соскочил защитный шлем. Ее травмы были несовместимы с жизнью. Анур Абуд перевернулся на своем мотоцикле и вылетел на правую полосу. Предварительно вина Анура доказана, а тест на алкоголь показал нулевой результат. Впереди новые заседания. Обвинители ходатайствовали об аресте байкера в рамках расследования, начатого главной прокуратурой Миласа. Но суд освободил Анура Абуда с условиями судебного контроля. Напомним, что по версии турецкого гонщика, Таня сама была виновата в аварии. По его словам, между его и Татьяниным мотоциклами вклинилась фура. Татьяна попыталась объехать ее и неправильно совершила обгон, и ее мотоцикл врезался сзади в мотоцикл Обута. Но дальше ему придется доказать, что фура действительно была и что не его финты на дороге стали причиной смертельной аварии. Если доказать это не получится, то байкер может получить не 2 года условно, как рассчитывает, а больше и вполне реальный срок. Кстати, как пишут СМИ, третий участник событий Сергей Хадриков, который чуть отстал от приятелей, задержавшись на круге, подтвердил слова Абута. Хадриков добавил, что камера Татьяны, на которую она обычно снимала свои заезды, пропала с места аварии, а камера самого Сергея оказалась удобно разряжена. Никаких записей не сохранилось. У многих из тех, кто следит за развитием этой печальной истории, нет сомнений, что видеокамера Мототани исчезла с места ДТП не просто так. Ее могли выкрасть. Тем временем в турецких социальных сетях разгораются споры. Люди не верят в то, что такой опытный байкер, как Мото Таня, могла совершить такую банальную ошибку – резко затормозить, зная, что за ней на скорости несется другой мотоциклист. Для многих вина Анура очевидна, и они уверены, что турецкий байкер пытается спихнуть вину с себя на погибшую девушку. Статистика аварий растет в Турции с каждым годом. Получение прав занимает 3 недели. Весь процесс сдачи состоит из теоретической части и вождения в городе. Практический экзамен длится не больше 30 минут, и значительная часть учеников сдают его с первого раза. Вот что пишут пользователи соцсетей. Я давно слежу за Татьяной, она очень квалифицированный гонщик. Не думаю, что она так легко будет неправильно обгонять. В нашей стране слишком легко получить права, вот в чем проблема. Я считаю, что в этой аварии виноват Онур Обуд. Его виражи перед девушкой стоили ей жизни. История была о грузовике. Девушка объездила весь мир и не станет неправильно обгонять. Это вообще неправдоподобно. Есть ли в Турции такое понятие, как правильный обгон? Я понятия не имел об этом. Не могли бы вы рассказать мне, как правильно было поступить, чтобы мы могли понять? Мы продолжаем следить за судебным процессом по громкому делу Мото Таня.